Что будет зимой, готовиться или нет? Обязательно готовиться будет. Никто не знает конкретно, что будет, но одно понятно, что по инфраструктуре будут прилеты, будут часто, будут много, потому что они уже готовятся к этому. Ну а мы должны готовиться к тому, что будут отключения электроэнергии, это 100%. Все будет зависеть от частоты прилетов, что будет прилетать, от того, что сбивать будут, это понятно, вообще не обсуждаемо. А вот того, чего мы не знаем и не можем предугадать, это погода. Если в прошлом году зима, погода помогла нам, то если в этом году будет морозы, то, соответственно, морозы больше, чаще отключения, и отключения могут быть не обязательно, если при условии, что будет мороз, не обязательно зависеть от прилетов. Потому что инфраструктура до сих пор не восстановлена и будет перегрузка. Будут все равно выключать какие-то регионы по графику будет. Хорошо, если по графику, а если не по графику, то, конечно, это к чему я подвожу. Квартиры, особенно частный дом. Вот что я в том году я показывал вам, купил генератор, перевел его на газ, поработав на бензине какое-то время, я понял, что можно вылететь в трубу, поэтому перевел на газ. Все это вам показывал на YouTube в своем канале. Сейчас что надумал, посмотрел на Алиэкспрессе уже в доступную цену инверторы. Инверторы под солнечные панели, которые гибридные, которые могут работать с солнечными панелями, которые могут без солнечных панелей работать. То есть это такой конструктор, который ты можешь сам собрать. Вот с сегодняшнего дня 18-я акция на Алиэкспрессе. И я сегодня закажу, это, наверное, будет одна из дорогих посылок, которую я за все время заказа своего. Инвертор 10 киловаттник я закажу, это с расчетом на то, что на будущее. То есть этот инвертор полностью обеспечит мой дом электроэнергией. И даже если в будущем, когда это все закончится, когда все стабилизируется, я все равно могу автономно использовать солнечную энергию, запитывать дом, заряжать, например, электромобиль, если будет. То есть я беру по мощности с запасом. Что-то он стоит около $600. И аккумулятор обязательно к нему. Буду брать литий. Литий на 48 вольт 200 ампер час. То есть сумма тоже приличная, $1800. Но если посмотреть на то, что у нас продают, то я лучше закажу и подожду. И даже как оно придет, вдруг чуть-чуть разбито там что-то, оно все равно перекроет то, что ты вот тут заплатишь, выкинешь там тройную, десятерную стоимость. Что в квартиру скажете? Да покупайте какие-то зарядные станции, вот то, что большие пауэрбанки, которые будут питать ваш роутер, чтобы хотя бы был интернет, чтобы вы могли заходить там со смартфона какие-то моменты. Многие сейчас даже инверторы ставят, я видел в квартиру вот эти. 3-киловаттник, аккумулятор в коридоре. Но люди вот так делают. Такой себе бесперебойник и стабилизатор. Стабилизатор твоей жизни. То есть ты будешь 100% знать, что если на какое-то время отключили, у тебя есть автономное питание. Дорого стоит, да, понятно, не каждому это дано. Смотрите, частный дом, кооперируйтесь с соседями, если нормальные соседи. Покупайте генераторы. Генераторы сейчас в доступную цену. В прошлом году я покупал его за 60 тысяч гривен, в этом году он стоит 15. То есть пошел, купил. Вдвоем скинулись, протянули, проводку раскинули, в случае чего ты заводишь, и соседи запитаны, то есть так. Солнечные станции, у кого есть возможность, крыша, вот у нас, почему я задумался, у нас в идеале крыша. У нас целый день солнечная сторона. Целый день сторона на солнце и большая площадь крыши. Поэтому как бы тут и как там не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, подталкивает к тому, что нужно переходить и уже как-то, чтобы автономная система была. А то, что будут отключения, это будут 100%. Просто хотелось бы, чтобы не было зимы как таковой. Ну а если она будет плюс снежная, плюс морозная, то будем сидеть без света неделями, я так думаю, но не хотелось бы. Кстати, по частному дому, вот мы поставили плиту в прошлом году, плиту на дровах,
испытали ее, хотя в прошлом году мы просто ее зажигали, чтобы по приколу посидеть там, окошко в дверце, огонь горит, то есть такое. Не было смысла топить, потому что было тепло. Покажу я вам в следующем видео, как мы это все в своем доме сделали. То есть посреди дома у нас стоит печь красивая, на которой можно готовить, которая отапливает весь дом чисто на дровах. Завезли машину дров. В общем-то, в эту зиму мы, можно сказать, готовы. Вот только с электроэнергией хочется вот именно, деньги есть у меня, поэтому хочу я сделать вот эту вот автономную систему. Ну и показывать вам буду, поэтому подписывайтесь на канал, дальше буду показывать вам все по этому поводу и не только это.